А что, если я вам скажу, что в 20 веке существовали целые государства, которые вспыхнули так ярко и исчезли так быстро, что о них почти не пишут в учебниках? Сегодня мы погрузимся именно в такую историю. Историю двух забытых республик в самом сердце Азии, в регионе Синьцзян. Так что это было? Настоящие независимые государства или просто пешки в большой геополитической игре? И почему их история оказалась так надежно, скажем так, спрятана? Давайте вместе попробуем распутать этот клубок событий, который, кстати, до сих пор влияет на судьбу огромного региона. По сути, это рассказ о том, как мечта о собственной стране, о свободе столкнулась с железной хваткой большой политики. Представьте себе маленький флаг в руках народа против огромных держав, которые уже все решили за него. Итак, чтобы понять всю драму, которая развернется дальше, нам нужно сначала взглянуть на сцену. А сцена эта в 20 веке в Синьцзяне была, настоящей ареной, где кипели очень жестокие страсти. То есть смотрите, какой расклад. С одной стороны, отчаянное желание местных народов построить свой дом, свое государство, а с другой — пристальные, очень пристальные взгляды могущественных соседей, для которых эта земля была всего лишь важной точкой на геополитической карте. И вот в 1933 году вспыхивает первая искра. Это была невероятно смелая, может, даже безумная попытка. Яркая, как вспышка, и, увы, такая же короткая. Только посмотрите на идеологию. Они ведь назвали себя Тюркской Исламской Республикой. В этом названии все — и вера, и национальная гордость. А армия, до 60 тысяч человек, это уже не просто какое-то восстание, это была реальная сила, которая была готова сражаться за свою независимость. Всего 156 дней, вы только вдумайтесь, это же меньше полугода. Что могло пойти не так? Как такая, казалось бы, сила могла исчезнуть практически мгновенно? А ответ на самом деле кроется в 3 смертельных ударах. Во-первых, внутренние конфликты. Лидеры просто не смогли договориться, и это сделало республику слабой. Затем прямая военная атака извне. И, наконец, вишенка на торте — советская интервенция. Та самая помощь, на которую, возможно, кто-то даже надеялся, обернулась финальным ударом, который, по сути, и похоронил эту мечту. Прошло всего 10 лет. Пепел Первой Республики, можно сказать, еще не остыл, как на севере региона вспыхнул новый пожар, так называемое Илийское восстание. Так родилась Вторая Республика, и вот она-то уже не имела почти ничего общего со своей предшественницей. Вот эта таблица, по-моему, все объясняет. Просто посмотрите, какая разница. Если Первую Республику Советский Союз, по сути, помог уничтожить, то Вторую он, фактически сам и создал. Это была уже не столько независимая мечта, сколько тщательно продуманный советский проект. Это была настоящая геополитическая шахматная партия. Для Советского Союза Вторая Улус-Республика была ключевой фигурой на доске. С ее помощью Москва решала сразу 2 важные задачи. Во-первых, возвращала контроль над регионом, а во-вторых, давила на тогдашнее правительство Китая, чтобы то признало независимость Монголии. А лидеры новой республики, многие из которых были напрямую связаны с советскими спецслужбами, просто послушно двигали эту фигуру по доске. Но, как известно, любая игра на геополитической доске рано или поздно заканчивается. И финал этой партии оказался одновременно и трагическим, и очень загадочным. И вот наступает 49-й год. В Китае все меняется. К власти приходят коммунисты во главе с Мао. И перед ними встает вопрос, а что, собственно, делать с этой полунезависимой республикой на Западе? Ее лидеров приглашают в Пекин, официально, чтобы вместе решить судьбу региона. Это должен был быть полет в будущее. Полет, который определил бы судьбу целого народа. Но он трагически оборвался, так и не достигнув своей цели. Так что же на самом деле случилось в том небе 27 августа 1949 года? Это был просто несчастный случай или нечто большее? Вопрос, на который до сих пор нет однозначного, стопроцентного ответа. Вы только вдумайтесь в это. В один момент целое государство, вся его верхушка, остается без головы. Все лидеры погибли. Официальная версия — случайность. Но, согласитесь, слишком уж удобной была эта случайность, которая произошла в самый решающий момент. И слухи о возможном участии советских спецслужб так и остались висеть в воздухе. А дальше все пошло по довольно предсказуемому сценарию. Когда руководители были мертвы, путь для интеграции был открыт.
Китайская армия практически без сопротивления вошла в регион. И всего через 6 лет на карте мира появился Синьцзян-Уйгурский автономный район. История независимости на этом закончилась. И вот тут, казалось бы, можно ставить точку. Но нет, на самом деле самое интересное только начинается. Потому что у этой истории есть не одно, а целых 3 прочтения. И они, надо сказать, абсолютно разные. Итак, версия первая. Назовем ее героической. Для многих уйгурских активистов, да и просто для многих людей в регионе, эти 2 республики — это священные страницы их истории. Это была настоящая, искренняя борьба за свободу, которая пусть и закончилась трагически, но она была. Вторая версия — это, скажем так, официальная позиция Китая. С этой точки зрения никакой борьбы за свободу не было. Были просто сепаратисты, марионетки в руках иностранных держав, которые пытались расколоть великую страну. И, наконец, третья версия — это взгляд независимых историков. Али просто смотрит на факты. А факты говорят о том, что Первая республика, скорее всего, была действительно слабым, внутренне расколотым движением. А вторая — да, это был проект, который от начала и до конца контролировался Советским Союзом для достижения его собственных геополитических целей. Знаете, есть отличная фраза у писателя Уильяма Фолкнера: «Прошлое никогда не умирает, оно даже не прошлое». Вот это идеально описывает нашу историю. 2 республики давно исчезли с карт, но их память, их наследие — все это до сих пор определяет жизнь этого огромного региона. И это подводит нас к главному, наверное, вопросу. Когда у прошлого есть 3 абсолютно разных, взаимоисключающих истории, какая из них в итоге станет будущим? То, как сегодня отвечают на этот вопрос, определяет то, каким станет этот сложный и очень важный регион завтра.